Угу. Это не то, что я хотел. В общем, всем привет, дорогие друзья. Говорит и показывает Хакман. Сегодня мы начинаем прохождение новой игры под названием Quantum Break. Будем играть ее не в формате стрима, а в формате летсплея. Попробуем так, потому что в формате стрима у меня не получается регулярно выкладывать. Посмотрим, как оно будет. Так, перед тем как нужно уменьшить звук, диалоги, музыку, чтобы нас не заглушалось ничего. Вот, по идее, так должно быть нормально. Включить защищенную авторскими правами музыку. Отключает воспроизведение защищенной авторским правом музыки. Удобно для трансляции, отлично. Так, язык текста русский. Это все хорошо. Что у нас тут? У нас тут все прекрасно. Сфиксировать 30 FPS нет, нам такого не надо. Высокая, все высокое, но игра достаточно древняя, 2013 года. Вот, тут много звезд, таких сериальных актеров. Например, Доминик Монаган, его знаете по сериалу Lost. Еще он в каких-то там... он во «Властелине колец» играл в роли какого-то одного из хоббитов. Ну да ладно. Что, поехали. Режимы легкий, обычный, тяжелый. Ну, обычный, наверное. Эксперимент в университете. Акт 1, часть 1. Игра называется Quantum Break. Квантовый разлом. Акт 1. Время идеальный Время убийца. идеальный убийца. От него никому не уйти. Важно только одно. Ход времени нарушился. Возник разлом, ведущий к концу времени. Мы пытались добыть прибор-противовес. И заварилась каша. Нас поджидал Пол Сарин. С сверхспособностями. Джек? Как у меня. Ничего не вышло. Джек? Конечно. Что-то происходит. Мы попрыгали во времени. Джек? Не поспеваете за мной? Ладно. С чего начнем? Спрашивайте. Начнем сначала. С вашего прибытия в Риверпортский университет. Я приехал к своему лучшему другу Полу Сарину. Он хотел мне показать, над чем работал. И еще это касалось моего брата Уилла. Риверпортский университет. Пол сказал, это 9 изменит октября мир. там какого-то года. И не соврал. Ой, Эй, ты! Смотри, куда прешь, козлина! Отвали! уйди с дороги! Овца. Риверпортский университет. Эй, спасибо, что подвез. Не за что. Вас не было 6 Передали лет. нам управление. Джек Джойс. Так, ну для начала. Так. Нам нужно... Вот так. С Полом мы поддерживали связь, а с Уиллом не особо. Многое изменилось. Как вы себя при этом чувствовали? Просто рад был встретиться с Полом. Так, что у нас тут? Вот какой-то чел тут сидит. Тяжелая ночка. Да, все уже
совсем вообще не важно. Ну, как-то так. Понятно. Бухой. Пол сказал искать его на физфаке. Так, физфак. Так, теперь надо найти Пола. И где он? Физфак. Points of interest. Library, транспорт, кафетерий, спортс. Спортс. Пилигрим Филд. А где оно? Четыре, 9, 10, 11, 12, 14, Сомневаюсь, 15. что он здесь. Лучше пойду в кампус. 14, 15. Блин, а что тут все отсвечивает? А, вот. То есть мне надо пройти и сюда. А тут нельзя пройти? Походу нет. Сюжетные объекты. Ну раз я сюда пришел, значит нам сюда куда-то надо. Протестный листок. Так, я доехал до кампуса. Ты где? Я рад тебя слышать. В общем, иди во внутренний дворик и направо, увидишь такое забавное здание. Там свет горит, это физфак. Я тебя там встречу. Приходи скорее. Ты так и не сказал, о чем пойдет речь. Я знаю. Жду тебя. Почему было не подождать? Зачем в 4 утра? Пол любил эффектные сцены. Так, это призывы к протесту, они нам не нужны. До света и направо. О, что-то еще один лежит. Тут что, все бухие, что ли? Тоже мне митинг. Так, а это что такое? Я не пойму, что-то надо делать, подбирать или что? Карточка какая-то лежит же. Ладно, пошли дальше. О, пацан с девкой. Эй, не подскажете, где факультет физики? Большую железную черепаху у меня за спиной видишь? Мимо не пройдешь. Спасибо. Большая железная Нет, может, домой пойдем? черепаха. Пожалуйста, обойди. Большую железную черепаху. О, это вы тут пикник устроили? Ладно, пойдем дальше. Ну, Эми, давай, заканчивай. Убеждать уже некого. Knowledge your profit, save your library. Спасибо, библиотеку. Понятно. Что тут происходит? Если ты из того братства, то могу тебя поздравить. Нас закрывают. Эй, я с миром. Друга тут ищу. В 4 утра? Да, сам в шоке. Ну, мы тут пытаемся привлечь внимание к тому, что творит Monarch Solutions. Если хочешь знать, как они нас имеют, спрашивай. А что я должен тебя спросить? И что же они творят? Ну смотри, как тебе понравится, если какая-нибудь огромная корпорация возьмет и нагадит на твою историю? Ничего себе начало. Вот именно. Вон той красивой библиотеке больше 100 лет. Это объект культурного наследия. А Monarch Solutions планирует завтра ее снести. Хочешь знать зачем? У нас тут есть схема со всеми подробностями. Схема. Посмотри на схему. Монарх хочет снести библиотеку ради очередной лаборатории. И знаешь зачем? Ты мне, конечно, сейчас расскажешь. Во имя своих корпоративных целей. Посмотри сюда. Они постепенно захватывают город, а никто про это словно знать не желает. Жуть, да и только. Слушай, я пойду поищу своего друга, а ты уж тут не давай им спуску. Ну ладно. Приятной ночи, голубки. Да нет, не для этого. Как? Monarch Solutions, некая организация, которая пытается уничтожить исторические памятники.
Пока все, Пол что мы всегда тут был жаден до успеха. Энтузиаст. поняли. Без него не обходился ни один список лучших молодых профессионалов. А теперь он руководил гигантским проектом в университете. Очень для него важным. Эй, митинг закончился. Иди домой. Сам Я здесь вали. не за тем. Погоди тревогу бить. Козел. Ты охерел? Блин, чё... А ты чего не в форме? Не понял? Да ладно. Я служивых на раз вычисляю. Ты уверен, что тебе тут стоит шнырять? Это что, угроза? Какая прелесть. Давай, иди уже. Козел какой, а? Лиен Бёрк из службы безопасности монарха. Это он еще вежливый был, а потом меня по голове прикладом лупил. Ладно. Ставим этого чувака, он походу не в себе. Так, насколько я понимаю, нам сюда. Что у нас тут? Статья о От полисарине. скромности ты не умрешь, Пол. Так, самым успешным руководителем проекта за все время. Трам-пам-пам. Риверпорт Рессекс. На каждый грех можно видеть в первом ряду. Ну окей. Пол так пол. Доктор Ким. Наш дорогой друг. Ушел из жизни 2016 года. Возраст 5 лет. 50 лет. Так, Уильям Джойс, Алтон Мейер. Та-та-та. Понятно. Так. Чё, наш железный черепах, это не вот это, что ли? Имелось в виду. Что-то это... Понятно. Непонятное нечто. Черепаха. Чё ж, ладно, пошли. Знаем, зачем нас друг этот позвал. Университет Риверпорт, Мейерс Physics Research Center. Центр разработки. Главный вход. Reception Project Prominent. Понятно. Такой долгий путь, чтобы взглянуть на научный проект? Из письма Пола я понял, что у него тяжело на душе. Ему нужен был друг. Я хотел хоть чем-то помочь. Сукин сын. Джек Джойс! Собственной персоной. Достопочтенный Пол Сарин! Как жизнь, толстосум? Заткнись и иди сюда. С возвращением. А этот актер играл 6 лет. мизинца в Игре Я уж думал, Престолов. ты никогда не По-моему, да. вернешься. Да, я тоже. Идем. Сюда. Нам надо в лабораторию наверх. Долетел нормально? Не то слово, спасибо. Помнишь, как мы по Юте катались? А какой был фургон? Я так понял, Уилла не будет. Он не знает, что мы здесь. Я знал, что Пол по этому проекту советовался с моим братом Уиллом. У меня не было родных, кроме Уилла, но он был сложным человеком. Так, куда мы идем? Странная какая-то конструкция. Для красоты, наверное. Что-то еще есть. Сюда, Джек. Наверх. Неплохо так у тебя все устроено. Что сказать? Я умею доить богатеньких инвесторов. Ты чего-то не договариваешь. Это насчет моего брата? Все еще переживаешь за него? Если Уилл что-то натворил, то... Джек, старина, пойми, я не просто так держал это в тайне. Наш проект — это прорыв, он изменит мир. Предвижу очередное многословное выступление. Ну что ты? Ой, что это? Неужели презентация моего проекта? Как это кстати? И кто же ее сюда положил? Подумать только. Ладно. Шутки в сторону. Джек, лаборатория здесь. Идем.
Город изменился. Пол изменился. Я чувствовал себя чужим. Куда Вы же там идти-то? родились. За 6 лет вам ни разу не хотелось вернуться? Меня многое удерживало. Идем, Джек. Сейчас такое покажу, закачаешься. Я думал, ты Успейся мне с лабораторией. покажешь. Показывай свою презентацию. Тебе же не терпится, я вижу. Валяй, ошеломи меня. Ну, как скажешь. Прогресс. Движущая сила нашего вида. Мы научились лечить смертельно опасные болезни. Мы исследовали О, мир. нет. В нем заговорил Не маркетолог. сбивай меня. Но есть нечто, что тормозит этот прогресс. Само время. Я не ученый, но мне это объяснили так. Мы знаем теоретически, что вращение черной дыры вызывает искажение пространственно-временного континуума и потенциально делает возможными путешествия сквозь него. Несколько лет назад твой брат Уильям Джойс предположил существование особых частиц хрононов. Сейчас известно как частицы Майера-Джойса. Они составляют всеохватное поле, обеспечивающее равномерное и непрерывное течение времени. Здесь, в проекте «Променад», мы объединили эти две теории и обнаружили способ воздействовать на это поле. Результаты ошеломительные. Ну, покажи. Это не все. Но для начала хватит. Ладно, давай к делу. Так это квантовая физика. Уилл годами копался в этом руднике. Ты поэтому привлек моего брата? После смерти доктора Кима твой брат был первым кандидатом на его место. Только для персонала. Добро пожаловать на проект «Променад». Так, променад 16-й год. За 5 минут до разлома. О! Финансирование у вас что надо? Что это вообще такое? Это будущее, Джек. Нехило. Перед тобой величайшее открытие нашего времени. Впечатляет, конечно, но наука это же по части Уилла. Я-то здесь зачем? Я не просто так это среди ночи затеял. Мне нужен надежный человек. Ты мне должен помочь убедить Уилла. Да, я подозревал. Когда твой брат осознал масштаб нашего проекта, он... Ну, ты знаешь Уилла. Да уж. Погоди, возьму кое-что со стола. Он поднял шум, напугал инвесторов, кричал про ошибки в расчетах, про опасность. И все без доказательств. Она работает, но нужна демонстрация, или нам перекроют финансирование. Я смотрю, понятие личного пространства тебе все еще не знакомо. Но кто-то же должен за тобой присматривать. Угу. Так, и чё? За тобой опять идти? Джек, ты знаешь, мне нелегко просить о помощи, но у меня нет выбора. Понимаешь, мои испытания, они не вполне законны, а ты единственный, кому я могу доверять. Не знаю, что натворил Уилл, но я хочу это исправить. Брата я любил, но он был ни разу не подарок. Там уже, по сути, все готово, только кнопку нажать, но я хотел, чтобы это был именно ты. Джек, Чё ты меня спасибо. подставить Я знал, хочешь? что могу на тебя рассчитывать. Так, Джек Джойс. Прилетишь. Так, это все письма. А что там за шлюзом? Да, странный Правильнее прибор. спросить, когда за шлюзом. Да ты философ. Так, и что же это? Это схема коридора. При перемещении по часовой стрелке происходит движение во времени вперед. Против часовой – назад. А, погоди, так ты изобрел часы? И намного опередил время.
Нажми вон на тот рычаг с надписью «Хрононопровод». Он активирует ядро. Я проведу диагностику и проверю, все ли стабильно работает. Какой рычаг? Включение ядра. Ага, понеслось. Это запускается хрононопровод. Ты уверен, что так должно быть? Все показатели стабильны. Что это было? Охренеть. Ядро действует словно мельчайшая вращающаяся черная дыра. Так что при активации возможна небольшая турбулентность. Черная дыра. А мы вообще что тут испытываем? Скоро узнаешь. Сюда. Нужно поднять коридор. Все как в старые времена, да? Немного незаконно и безбашенно. Мы с Блин. Полом немало натворили в прошлом. Но сейчас все было по-другому. Однако я не осознавал, насколько серьезными и масштабными могут быть последствия. Да и откуда мне знать? Но я знал Пола. Он делал вид, что ему все нипочем. Но я видел, что он нервничает. Работает. Джек, она работает. Ты глазам не поверишь. Вот, возьми. Это ключ для активации коридора. Нам нужно повернуть ключи одновременно. Мера предосторожности. Готов? Мы словно ядерную бомбу запускаем. Мы же не ядерную бомбу запускаем, Вот верно? сейчас и узнаем. 3, 2, 1. Черт, Пол! Что? Коридор. Путник входит с одной стороны, проходит сквозь петлю, выходит с другой и переносится в заданное время, оказываясь там, где в тот момент физически расположена машина. Путник? Стоп, стоп, стоп. Это проход для... Ты хочешь зайти в эту штуку? В машину. Сквозь время. Это, мать ее, машину времени. Я буду первым, Джек. А ты моим свидетелем. Пол, ты спятил, что ли? А вдруг что случится? Что происходит, Мы когда... уже испытывали машину, она работает. Она готова. Все проверки прошли успешно. Сейчас мы будем творить историю, Джек. Все, что от тебя требуется, повернуть тот переключатель. Ох. На 2 минуты в прошлое. Запомни этот момент. Пол, что? Как? Все, Офигеть. все в порядке. Все нормально, успокойся, Джек. Успокойся, да ты... Тебя двое, ты, мать твою, раздвоился. Именно это и должно было произойти. Это он это я. Будущий я, вернувшийся из 2 минут тому вперед. Твой злой двойник из будущего. Получилось. Охренеть можно, ты только... Представь, что это даст. Мы сможем предупреждать людей о грядущих катастрофах, пресекать на корню эпидемии. Я только что это говорил. Ну и со стороны звучит хорошо. Господи боже. Теперь заходи в машину. Нужно завершить цикл. Ага. Да. Конечно. Подожди, Пол, ты что делаешь? Это все большая петля, Джек. Я должен войти в машину и отправиться в прошлое в тот момент, когда я вышел из нее, чтобы оказаться здесь. А если не войдешь? Нет никаких «если». Я здесь. Это случилось. Ты же видел, Джек. Получилось. Но это невозможно. Это буквально невозможно. То есть я даже не могу... Не время останавливаться. Нужно испытать другое направление.
Поставь ее на 5 минут в будущее. Ты офигел? Что творит? Это не к добру. Явно. Что ты делаешь? Джек, Опа-на. помоги отключить. Надо отключить ее сейчас же. Нет, 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 останови его! Замолчи! Он повредит ядро! Погоди, нельзя выключать, там пол внутри. Уилл! Замолчи! Посмотри сюда. Опусти пушку и поговорим. Ладно? У нас нет времени. У тебя мысли спутались. Опусти пушку. Господи боже, Уилл. Время скоро закончится. Джек, поверь мне. Иначе что? Оба-на. Нет, я должен тебя выпустить. Блин, попал под раздачу. О, черт! О, нет! Нет, 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 нет! О, нет! Нет! Произошел тотальный пипец, короче. Ты в порядке? Похоже на то. Я смогу выбраться. Займись Уиллом. Да. Ладно. У меня в ушах звучали слова Уилла. Время на исходе. Охренеть. Что вообще происходит? Что это за хрень? Время? Сюда нельзя пройти. Все какое-то нестабильное. Это не сон? Так, побыстрее нельзя идти. Вот он. Бред какой-то. Уилл! Уилл! Он прилип. Эй, Уилл! Нулевое состояние. Что же мы натворили? Она меня предупреждала. Я знал, что она права. Знал все это время. Я предупреждал. Она кто? Этого можно было избежать. Опоздали. Блин. Ну давай! Заклинило! Так не должно было быть, все показатели! Зависание закончилось. Оба-на, спецназ пришел. Джек! Другого пути нет. Я пройду через машину. Пол, стой, нет! Джек! Сюда! Джек! Джек! Через машину? Да еще по нам огонь откроют. У нас ни Пойдем. пушки, ничего нет. Тут есть люк, вылезем через него. Мне не хотелось бросать Пола, но помочь ему я не мог. Я не знал, где он окажется. Джек! Сюда! Скорее! Да погнали быстрее, там спецназ с пушками. Какого черта? Скорее! Сюда! Так, и чего? Куда предложишь идти? Офигеть. Джек, твои Бег из руки. кампуса. Идем, пошли.
Ух ты. Нет! Прям как Нео из Матрицы. Тормозит пули. Джек, ты сейчас... Что сейчас? Вперед! Нам сюда. Двигай! Вот так первый раз сработали мои способности. Неуправляемая вспышка, которая спасла Уилла. Акт 1, часть 2. Побег из кампуса. Видимо, близость к источнику импульса повлияла на твое взаимодействие с Уилл. хронополем. А что со мной сейчас было? Что вообще происходит? Я ж тебе об этом и говорю. Ну так говори яснее. Я попытаюсь объяснить, только пошли. Что-то все у нас со стола пропадает. Из-за взрыва все поломалось. Если время представить как яйцо, тогда это яйцо разбилось нахрен. Временное яйцо кокнулось. Что? Причем тут вообще яйцо? Во времени образовался разлом. Он все расширяется. Впереди конец времени и дверь. Чего? Дверь заперта. Мой пропуск аннулировали. Хорошая Помогло. была идея. Отойди. Я открою. Проверяем все. Уилл, Прием. прячься. Еще идут. Гляди в оба. Они могли пойти сюда. Они идут. Сюда. Все нычки тут знают, я Я смотрю. предупреждал Пола обо всем, о расчетах. Я пытался заставить тебя меня выслушать. Сунув пушку мне под нос? Налетчик пошел в Да, одиночку. пушку. Проверь серверную Это устойчивость. общепринятый жест, означает «заткнись и слушай». Как всегда, безупречная логика. Ты... Нет, а что? Не знаю. Тут чисто. А он точно не пошел обратно в лабораторию? Он мог вернуться и подняться на служебном лифте. Чушь Да, идет какая-то. налетчик 5. Как ты Приказано вообще заблокировать тут его. оказался? Ну ты нашел о чем Подходит подмога, волноваться. чтобы его выкурить. Меня позвал Пол разгребать за тобой дерьмо. За мной? Да ты хоть... Сейчас. Ни хрена не видно. Фонарик. Придется ползти туда. Блин. Команда налетчик. Вижу цель. Вышел из служебного лифта. Ты ее слышишь? Вперед! Какую-то цель они там видят, так мы здесь. Ты вообще не в курсе, Джек. Тебя тут не было. За 6 лет произошло очень многое. Это гораздо важнее нас обоих. Хрена себе не личное, нас убить хотят, Уилл. Слушай, я меньше всего хотел впутывать в это дело тебя. Прости. Ага. Да уж меня впутали. По самые уши. Я теперь как Нео, блин, из Матрицы. Пули останавливаю. Уворачиваюсь. Что тут у нас есть? Нам сюда. Разлом во времени будет усиливаться. Нужно устранить его, пока не поздно. Как? Во-первых, добраться до моей машины. Ты с дверями лучше меня ладишь. Ух ты. Пригнись! Черт! Вооружена! Огонь! Нас прижали! Да, я заметил! Хедшот. Господи боже, Джек, ты... Уилл, не высовывайся! Че, у меня Как патрон бесконечный? перестаньте в нас палить! Твою мать! Где второй?
Ага. Тут в этой игре правил не сработает. Да блин, я ж тебя попал. Красиво, красиво. Уилл, ты живой? Думаю, да. Но, Джек, это же... Да. Это ни в какие ворота. Мне случалось и пострелять, и побегать, разное бывало. Но против целой банды выходить — это... А где труп? О! С пистолетом, пулеметом это дело. Пошли отсюда. Только я не пойму, где труп. Так, а здесь что? Пол был уверен, что эксперимент удастся. Формула Что все какая-то. вычисления верны. И еще бы понабрал себе кретинов в помощники. В их формулах не хватало этих переменных. Нашел время Ты исправления. серьезно? Если бы их сделали вовремя, мы бы тут не оказались. Офигеть. Взял, дорисовал формулу, которую, по его мнению, была неверной. Фигово. Совсем фигово. Погоди. Он опускается. Прячься. Сколько можно? Ну уже, ну уже, ну уже. Ты сможешь. Ты сможешь. Где все? Плохо дело. Конан, снимите его! Осторожно! На них форму Монарх Солюшн. Монарха? Как дьявол, они нас стреляют. Я почем знаю? Эй! Козел. Ага. Время снова взбрыкнуло. Неудивительно. Надо идти. Ты слышал? Они знают, кто мы. Они знали, что мы будем здесь. Должно быть, им нужна машина. Лифт. Другого пути нет. Библиотечный пикет. Так, это неинтересно. Тут наверняка еще что-нибудь есть. Сюда. Да сейчас пойду. Я тут смотрю, может быть что-то есть здесь интересного, полезного. Не, походу нет. Дверь какая-то. Нам наверх. Заходи. До твоей машины нам не добраться. Они будут нас там ждать. Придется, Джек. Это важно. Чтобы исправить разлом, нам нужно добраться до моей машины. Так, еще раз и медленно. Время поломалось. Это я понял. Но мы можем его починить? Теоретически, да. Я на этот случай кое-что приготовил еще давно. Вот только бы найти противовес. Противовес? Что за... Угу. Противовес. Так. Что такое? Может, двери еще открыты? Дай-ка проверю. Ух ты, снова спецназ. Уилл? Черт, опять застыл. Нифига себе. Мне почему-то удалось разморозить Уилла. Хотя время вокруг стояло. Зависание. Она была права. Насчет разлома, насчет всего. Не. Мы заберем. Так, операция в Надо университете. уходить, пока оно не кончилось. Где твоя машина? Нам сюда.
О, автоматически собираем. Офигеть, все. Так, собираем, собираем. А это что? Что ты делаешь? Я ее освободил, эту девушку. Надо попробовать ее вытащить. Не хочет. Почему с тобой получилось, а с другими нет? Без понятия. Может, дело в хроновоздействии? Посмотри на них. Вторжение, да и только. Что они делают? Зачем? Они забирают всех. Всех, кто видел, что они вытворяют. Вот твари. Бежим, бежим. Может этого? Нет, этого не получится. Попадем на стоянку через лекционный зал. Ты сказал, что готовился к этому. Ты знал, что так и будет. Откуда? Бэт Уайлдер. Все сложно, объясню в машине. Оружие пока не дают. Какая-то аудитория непонятная. Зависание закончилось. Пока что. Что нам сюда? Нет, нет, нет! Моя машина! Они патрулируют стоянку. Господи, это же просто... Ладно. Ладно, Уилл. Успокойся, ладно? Не знаю, прорвусь как-нибудь. Возьму машину и подгоню ее. Уверен, что справишься? Нет. Ты уверен, что можешь исправить время? Нет. Тогда мы квиты. Так, больше тут ничего нет интересного. Вот, держи ключи. Эй, Джек. Будь осторожен. Да, хорошо, я буду. Так, до машины Уилл надо добраться. Хронозрение. Чтобы включить хронозрение, найди врагов, опасные объекты, предмет, нажмите В. Хронозрение прекращает работать, если вы начнете движение. Окей. Какого черта? Мои способности усиливались. Я начал ощущать какие-то отголоски будущего. И прошлого. У меня приказ от директора. Они хотят, чтобы мы нашли машину, принадлежащую Уильяму Джойсу. Какой у него номер? Сейчас скажу. Небось, бортом какой-нибудь или атом. Так, и как мне идти? И где машина-то его? Сказал, что типа вот, мол, не мою машину. Стрельбу тут устроить. Хотя я в любом случае их не пройду, наверное. Зарядимся на всякий случай. Так. А может тут получится вон там обойти? Или здесь? В атаку! Понятно. Мог бы сейчас на пляже в Патонге валяться. Такс. Идут, да? Хедшот.
Ну давай, выходи. Семь стоянок, и угораздило же тебя выбрать именно это. Сволочь, а. Расстрелял меня практически. Так, где же твоя тачка, Уилл? Все, да? Да не, мне кажется, так бы не получилось. У меня. Я увидел эпизод из прошлого. Как Уилл приехал в университет. Да? И это его и тачка, кажись. Только бы не опоздал. Я прошлое, что ли, вижу? Да, получается, видит прошлое. О, Ты охренел? До меня дошло. Я мог остановить время в одной точке. Отвалите! Вы не понимаете! Уилл? Черт! Они же идут оттуда, где я Уилла оставил. Надо бежать. Быстро! Клянусь, я тебя пальцем тронули! Союзник убит! Ты куда ты пошел? Все? Черт, бы вас побрал. Ну. Я могу им управлять. Да сколько же вас, говнюков? Нет, сбоку пока нет никого. Так, пистолет у меня бесконечный. Правильно? Отлично. Меняем планы. Хрен с ней, с машиной. Надо спасать Уилла. Он в беде. Так, мне бы... Давай возьмем пока это. Блин, ходил, значит, собирал патроны. Полный боезапас. Заряжайся ты. Погони в библиотеке. Кто это? Ты Джек Джойс. Где мой брат? Его повели в библиотеку. Ты их еще догонишь. С чего такая забота? Ты разве не за них? Здесь все сложнее. Слушай, ты бы шевелился, если уже не опоздал. Тогда вы впервые увидели Бет Уайлдер. Да. А она меня к тому времени уже знала. Уилл! 1, часть 3, погони в библиотеке. Так, загрузить контрольную точку. Начать уровень заново, продолжить игру. Так, ну... Первые две части, 2 главы первого акта мы прошли.
Так, по времени это заняло где-то 50 минут, да. Ну, я думаю, на первый раз хватит. Далее уже будем проходить именно с этой контрольной точки. На этом все. Спасибо. Следующее видео будет, ну, может быть, там завтра, послезавтра. Все, всем пока. Спасибо за просмотр.